Всем привет, девчонки, привет, мои дорогие. Опять видео не снимала, неохота, лень, не то чтобы лень, а как-то ничего не готовили, поэтому ничего и не снималось. Да? Ты звезда моя, подарки нам кое дарит. Сегодня у нас такой очередной кулинарный влог, как всегда. Сейчас зимой что делать? Сегодня будем готовить с вами чебуреки на заварном тесте и котлеты с сыром и картофелем для праздничного стола. Котлеты понравятся, то однозначно всем, потому что у нас, если уж у нас Арсений ест, значит и вам понравится. Мы этот рецепт уже не раз показывали, ну покажем еще нашим новым подписчикам. Ну а я сейчас завожу тесто на чебуреки заварные. У меня уже... Варвара, не кричи! Ну вот такая она у нас эмоциональная девочка. Говорливая сильно. Так, все, давай отсюда. Так, у меня уже здесь, я уже вскипятила чайник, кипяток у меня стоит здесь. Чайная ложка соли. Хватит, по-моему, чайной ложки. Тесто много не буду заводить, ну, может, на 2 раза. У меня вот такие такая вот суповая чашка есть, вы можете кружками мерить. Но я уже как-то к этому приноровилась. Ну, я не знаю, тут 300 грамм, наверное. Можно кружкой, например, 2 кружки кипятка, муки, 1 кружка кипятка. Ну, вот я сейчас 2 кружки. Сейчас я сначала заведу, потом скажу вам сколько. 1, наверное, на 3 буду. Потому что я уже забыла, давно чебуреки мне не стряпали. 2, на 2, наверное, мало будет, поэтому на 3 заведу. 3. Хочу еще раз сказать Татьяне спасибо. Арсений так был рад, он купил одежду в игре и снарядил своего героя там. Похвастался, ну там же у них как чат что-то есть. И этот герой у него там плясал, танцевал и прыгал, он набрал ему всякой разной одежды, светящейся, там не знаю что. Но он мне не показал, он стесняется. Но счастливый, такой счастливый. Варваре шоколадочку купили, ну и Арсению, конечно, тоже. Данилу еще пока ничего не купили. Еще, я так не поняла, вы заказали кроссовки, Кать? Ждет кроссовки. Не знаю по какой цене. А за сколько? 300. 300. И плюс на дорогу 100 с лишним. Ну, куда-то ехать в другое. В заводской район, короче, ехать. Так, ну ладно. Так, 3 чашки я муки насыпала. Сейчас пока... Что тут уже у меня залетело? И чашку сейчас кипятка налью. Главное, чтобы не лопнула. Ну, она вообще-то суповая, не должна лопнуть. А ты же с ней часто пользуешься. Забрала у меня. Ну, как? И сюда ничего я не кладу. Сейчас посмотрим, сколько. Сейчас за месяц и посмотрю, сколько надо еще будет воды. Все, я замесила. Сейчас маленько. И сейчас до полного остывания, пока готовим фарш. Лук режем, ну, у нас стынет. Вот такое тесто. Ну, я всегда жиже месила, а теперь уже вот такое замесила. Сейчас оно полежит. В пакет не буду пока его класть. Так, теперь говорю, 3 части муки. 1 часть кипятка. То есть, если вы берете 3 стакана муки, значит стакан кипятка. 3 кружки муки, кружка воды, кипятка. Вот 3 чашки муки, 1 чашка воды. И чайной ложки соли достаточно. И на каждый стакан муки, или на 1 часть муки, столовую ложку я масла налила. Можно 2 столовых налить. Да? Звезда, все тесто увидела?
Сейчас будем чистить, Катя сейчас будет чистить лук, а я буду резать. И буду замешивать фарш. Да, звезда? Катя сказала, говорю, причеши ее. Сегодня в садик-то не ходили, сегодня пятница, праздник. И там 2 дня выходных. Ну, а у мальчишек каникулы. Короче, я засняла. Это какой-то ужас. Я первый раз такое вижу. У нас, короче, загазовка идет уже в сутки, наверное. Ну, вот потом покажем. Я тебе просто показываю. Ну, я вижу. И потом вставим этот видео, как вот этот вот газ, вот этот вот туман моросит. Как будто снег идет. Я просто тебе показываю. Ну, я вижу, Катя. Вот именно только на камеру это видать. Это она снимала вечером, подсвечивала телефоном. Ну, короче, посмотрите, вот такой у нас туман, газ. У нас еще видео было тоже. Мгла. Там в тумане вообще в 5 метрах ничего видно не было. Ну зачем ты грязными руками трогаешь тесто? Вот. Вот вам и плюсы жизни в деревне. Зимой, летом тоже газуют, но этого газа не видно, потому что тепло на улице, жарко. А когда его в такое время выпускают, то туман стоит, и такой вот как моросит. И зимой еще и углем топят, и мы этим углем дышим. Поэтому даже когда печку топишь, уголь вычищаешь, вот это все там откладывается, вся эта пыль. Хорошо, что у нас электрическое отопление. Так, замешиваю фарш, тут говяжий, и свиной. Все сейчас перемешаю. Здесь у нас будут котлеты и чебуреки. Фарш свиной был на мелкой решетке накручен, а говядина на крупной. У нас средней нету, а покупать она тоже дорого стоит. Ну, рублей 600, наверное, стоит. А сколько тебе головок? 4 больших? Мало? Ну-ка, каких? Мало, конечно. Ваши каких арбузы есть? Арбузы, наверное, есть. Так тяжело мешается. Густой фарш такой вон какой. Ну, я вот сейчас перемешаю и разделю. На котлеты оставлю и на чебуреки. Потому что в котлеты идет лук жареный пойдет, а в чебуреки сырой, естественно. Дай чашку какую-нибудь. Глубокую. О, это истерика. Сухарики ей не дали. Короче, вот столько у меня фарша, это на котлеты, наверное, еще останется даже. И 2 вот таких головки, одна вот такая, другая чуть побольше лука. Нарезала мелким кубиком. Обжаривать буду. Не обжаривать, а как тушить до прозрачности. Так, и яйцо одно, наверное, положу, и все. Здесь просто соль будет. Ну, я посолила маленько предварительно, и хмель сунели. Ну, это уже, конечно, много. А вот столько это на чебуреке будет. Тесто у меня остывает. И сейчас тоже мелким кубиком буду. У меня, правда, уже слезы бегут. Мелким кубиком буду на чебуреке. Фу, как жарко мне. Катя пошла в магазин, говорит, боюсь идти. Там такой туман. Ну, и я, говорит, боюсь этим дышать. И я говорю, а что теперь делать? Ты боишься дышать. Но сегодня что-то долго, уже сутки эта фигня у нас. Не знаю, что. Ну, это у нас тут недалеко Кировский, он газует. Или какой-то. Короче, что-то завод какой-то там рядом. А мы что, мы в низине у нас.
Все к нам идет. Давно чебуреки не стряпали. Теперь я уже пришла к идеальному рецепту теста. Потому что всегда перекладывала, в этот раз воды поменьше сразу налила. И поэтому получился. Лук жарить буду на медленном огне, прямо чтобы он прозрачный стал, чтобы ушла влага и горечь. Ни чеснок я в котлеты, ничего. Вообще, по идее, в эти сырные котлеты идет по рецепту куриный фарш. Но мне что-то не очень понравилось. И вот я теперь к такому пришла. Свино-говяжий и лук жареный. А вообще, по идее, лук... Да, вообще называют это рецепт сташки, но я маленько его по-другому делаю. Поэтому вам еще один рецептик, пилочку на праздничный стол будет. Делаются они легко. Минимум возни. Ну как, за такую красоту и вкусноту. Наверное, 2 головки нарежу. Короче, лука должно быть на чебуреке столько же, сколько и этого фарша. Но у меня все равно, девчонки, идеально чебуреки не получается. У меня слишком они получаются мягкие, никогда он почему-то они у меня не хрустят, что бы я с ними не делала. Так, я 2 головки лука мелким кубиком порезала. И сейчас крошу, тут грамм 200, наверное, капуста. Капуста, девчонки, замерзла, вроде бы не так и холодно на улице. Отойдет, не отойдет, а то я еще не солила. И меленько, прям меленько, девчонки, режу капусту. Эта капуста у меня пойдет на чебуреки. Я ее сейчас маленько обжарю. И пойдет, будет у меня чебуреки с мясом и капустой. Кстати, вкусно получается. Ой, что-то нос зачесался. Наверное, пить буду. Ну, котлетки Катя будет делать, там надо сыр натереть. Можно котлетки эти с грибами сделать. Ну, у нас Сеня явно с грибами не будет есть. Поэтому только с картошкой. Ой, всю картошку уже надо отварить. Ну ладно, сейчас микроволновку. Картошку совсем забыла. Что-то, наверное, многовато будет капусты. Но в целях экономии, девочки, можно сделать так. Они тоже вкусные. Лук вот так вот у меня жарится до прозрачности. Прямо вот так на единичке совсем. Даже если он поджарится, девчонки, ничего страшного. Главное, чтобы с него влага и горечь ушла. Все, лук готов, он мягкий стал. Все, сейчас выключаю, под крышкой все постоит. И будем фарш замешивать. Так, что-то, наверное, многовато капусты будет. 2 головки лука. Ну, сейчас помешаем, посмотрим. Ой, перцы понюхала. Ой, извините. Перец вот такой вот использую, приправочный. Очень ароматный и жгучий. Очень хороший, советую. Я не помню, сколько это пачка, тут 100 грамм. Я немного насыпала, потому что он очень жгучий. Посолила и хмели сунели здесь. Хмели сунели. Перец. Все. Лук я уже скинула. Яйцо одно. Хлеб сюда не идет. Сейчас хорошо перемешиваю. Ну, мы раньше 700 грамм делали, 2 головки от лука. Заготовочки грамм 100, 120, 150. Вот такие вот. Делаются лепешечки. Сейчас Катя придет, мы все покажем. Ой, надышалась от перца. Все, фарш готов. Катя с магазина пришла. А Варвара рыдает, ходит. Я лук режу, а у него слезы бегут. С черникой. Люблю с черникой. А это что за мороженое такое? Это синька, это просто новая водка. А-а-а. Все с черникой, все Так мороженое потому с что его черникой. не купишь. С черникой редко привозятся сгущенка, а я ее не Ну, люблю привезут, тут сгущенку же вареную. разберут. Да ее у нас никто не ест.
А это вкусненькое. Вот. Надо в холодильник убирать. А я не могу. А я тут уже фарш намесила. Здесь еще капуста будет. Сейчас Катя будет делать котлеты. А это я лук режу, буду рис варить. Ну, у нас рис вот такой вот чуть-чуть осталось и в пакетиках еще есть. И там опять новая акция начинается, распродажа. Что она там опять собирается? А капуста у меня просто отваривается все. А? Ты сказала где? Ну а где? На зоне? Да. Ну опять эти распродажи начинаются. 11 числа. Ай, блин, горячий. Так, а еще тут морковка кубиком режу, лук и морковка кубиком. Здесь у меня морковка с луком на медленном огне тушится, чтобы зажарок не было. И чтобы рис потом коричневым не стал. До готовности морковки. А здесь поставила рис у меня, забываю все время, рис для ризотто я покупала тогда в метро 5 килограмм. Или 3 или килограмм, ну неважно. И так он лежит. Из него рисовую кашу хорошо варить, и вот такую вот. Он разваривается. Если его долго промывать, то он раскалывается. И он крупнее обычного риса, такой интересный. Вот. Это будет у меня заготовка для супа, потому что я бульон уже 2 дня как сварила, а так супа ни разу еще не ела. А так супа охота. Катя что, она мимозу ела, а я так чуть-чуть поела. Но действительно, девчонки, советую приготовить мимозу, вот эти котлеты, которые мы сейчас делаем. Катя начала уже. На праздничный стол разлетятся на ура. А ты не тот, вот он. Это для чебуреков. Он, говорит, разлетается, а там же в чебуреках и капуста, и лука много. Она говорит, он что-то разлетается. Ну что вы мне склеили? Я говорю, она начала делать и делать. Колобок, ну покажи колобок. Ну вот такой, грамм 100. Он тоже. А потому что там говядина кусочками. Видишь, как Что, не получается? густой. Густой сильно. Значит, надо водой разбавить. Сейчас Катя разбавит водой. Еще может налить. Потому что свинина на мелкой этой решетке была, а говядина она крупная. Она как кусочками делает, потому что сильно крупная. Средней у нас нету. Я говорю, а покупать дорого. Она рублей 650 одна терка стоит. Ой, это решетка, если не больше. Сколько? Ну, рублей 650, ну если нож сколько стоит. Да, нож еще и найти надо Ну, постараться. и решетку, а к ней не подойдет обыкновенные решетки, которые у нас в магазинах продаются. Надо в специализированном магазине покупать. Ну и я думаю, я так сделаю пополам. Другое дело. Да? Ну все, говорит, воды налила, говорит. Но все равно крупные кусочки. Шпонька? Все равно. Ну. Ты что делаешь? Ну ямка чё мне? будет как раз. Шарики портишь. Ладно. Ты сказала, я Вот. стряпаю, что ты мне тут Но помогла? если у вас будет обычный фарш, то это, конечно, лучше будет. Они будут лучше лепиться. А он не получился такой эластичный, поэтому он... Вообще он с куриного делает. Ну, с куриного. Мне, Катя, с куриного не понравилось. Что-то, наверное, толстый. Толстый, конечно, толстый. Потом их надо потоньше или побольше делать. И Они тогда, потом когда они съёжатся. съежатся, они будут нормальные. Катя картошку отварила, в микроволновке готовили мы ее. Потом в холодной воде быстро остудили и все. Нету больше. Можно сырую, но у нас картошки больше нет. Можно сырую, но я ни разу не пробовала, поэтому не хочу. Можно грибочков сюда положить. Да хоть что. Угу. А здесь фарш остался, я налепила котлеток. Они должны быть вкусные. Катя сейчас сырок вот такой обыкновенный по 6 или по 7 рублей. Можно твердый, но слишком жирно девочки будет. Теперь тертый сыр сверху. Ну, у нас 4 сырка, где-то 5-й то ли Варвара съела, то ли куда он делся. В старом холодильнике лежал, не нашла я. Сейчас дам. Так бы еще, конечно, можно было бы грибочки, но Сенька у нас такой есть не будет. А Сене нравятся эти котлетки. Советую, девочки, вам приготовить на праздничный стол.
Прям советую. Есть уже, знаю, подписчицы писали, пробовали, очень понравились они. Да, ты баловница у нас такая, вообще, трындец. А что-то мы больше никаких блюд-то не готовим, которые сработают. А потому что, а кто их есть будет? Ну, можно грудку приготовить. Я бы поела этот, как магнити, который готовы с грудкой и шапкой. Грибы там, забыла как. Креольская, вот называется. Ну, ты поешь, Данька поест. А мы-то есть не будем, я не люблю холодную грудку, а Тесенька тем более ее есть не будет. Вот 4,40 девчонки хватило. Выгодно, по 6 или по 7 рублей я покупала сырочки эти. Варь, А можно, конечно, твердые девочки перемешать жирно вместе с будет этим. сильно. Но сильно жирно будет, невозможно есть. Прям вкусно, но невозможно есть. А этот сыр нормально плавится. Сейчас мы покажем дальше, какие действия будем делать. Ну и последнее, наносим сеточку из майонеза. Ну, у нас вот такие пакеты есть специальные. А вы можете в пакете плотно прорезать дырочку маленькую. Сеточкой сначала в одну сторону, потом в другую. Получается квадратненькая. Вот за счет этой сеточки не будет гореть этот сыр. подожди ты. Не знаю, как вам поближе показать, чтобы вы видели. Да ты чё, блин? Вот такая сеточка наносится. Духовка у меня уже стоит на 250 градусов. Нагревается. У меня верх-низ, у нас верх-низ, это конвекция. Я помню, когда я первый раз училась сеточку это делать, мне так страшно было. А я способная была. Юлька же ни в какую меня ничему не хотела учить. Я не знаю. И шушукалась вечно, что я дебильная, блин. Но я потом плюнула на все и сама начала. И температуру сама начала выставлять. Учиться подбирать, какая мне удобна. И вот эти котлетки, которые для... Вот те котлеты в тесте я сама научилась делать. Никто не показывал мне. И у меня самые лучшие. Они воды вечно нальют в этот корыто, блин. Ну ты хоть на себя поставь, рассказывай. Котлетки делала, которые такие длинненькие, как сосиски. Мы же их руками делали. Они догадались, что можно вот этим вот пакетом-то. Тогда я еще с ютубом знакома не была. Варварочка, не мешай, моя девочка. И котлетки делала вот эти длинненькие колбаски руками. Они их поставят на 15 минут, до воды туда нальют в этот, как его, в противень. Они у них все разваливаются. А я ставила чуть-чуть водички совсем на 7 минут. И все, и колбаски готовы были для котлет в тесте. Да, Варвара? Все, сейчас духовка нагреется, будем стряпать. То есть жарить. Жирафик. Ну, это типа пазлы пластмассовые. Собирали. Там Варвара, там еще носорог есть. Это который ей с гостей она пришла с игрушками. Ты мой сладкий ребенка. Катя ей футболку опять новую купила в садик для борща. Когда борщ будет есть. Это кто? Это кто? Это не баран. Это лама, наверное. Или как их там еще по-другому называют. Ну. А у меня там, девчонки, уже рис из кастрюли скоро полезет. Такой вот ризотто красивый. Он красивый рис, конечно. Ой, еще один. А что-то он стоит и не пользуется. Уже, наверное, год как купили. Это лев. Целую кастрюлю завела. Кто там еще? Во, еще вот этот надо собрать. Хорошая игрушка, собирай. Да? Угадает она, кто это. От этих я не нашла. Ну такие вот пазлы, девчонки. Кто это? Кто это? Это кто? Слон! Слон! Ай, вы видите, как с ней вот обучать ее? Она, видали, что скачет и скачет. Кто это? Это кто? А Мишка. это? Вова! Жираф! А это кто? Лев, правильно. Молодец. Нет, А это больше вот. же.
Не нашла я больше запчасти. Такая-то же этот носорога мы собирали. Ну, где-то. Сейчас пойду еще поищу. Поставила уже котлеты в духовку. Тут что-то, блин, набежало. Это здесь. Надо пройти и помыть духовочку. Давно ей не занималась. Слегка коричневый колер, девочки. Ну, это минут 15, наверное. Эти шарики делаю на чебуреке. Катя, говорю, ну поснимай меня, что ли, что я делаю? Нет, сидит. Я играю вообще. Вот и как можно влог нормально снимать? Я даже не знаю. Она там с Варварой сидит. То с Варей поиграть. Сейчас мне еще катать, у меня плечо болит, что-то разболелось правое. Не знаю, грамм поскольку вот такие вот кидаю. Сейчас будем на коврике катать. Варвара, ой, какая она эмоциональная. Прям сил нету никаких. Кусочек остался, но я еще его добавлю куда-нибудь. Все. Так, сколько было? 10 минут засекла ты? А что ты? Ой, сейчас котлеты будут готовы. Что так быстро уже? На 150 поставлю, чтобы не сгорело. А каша, девочки, у меня уже лезет. А ризотто он такой, так тяжело. Тяжело он варится, рис этот. Все, сейчас катать буду. Варварочка, ну не кричи, пожалуйста. Господи, у него столько всегда эмоций. С ума сойти можно. Ты мне не ту запчасть дала. Так, скалку берем. Ну а что ты сама не можешь собрать? Стол маленький. Даже поставить некуда все. Ой, как у меня плечо болит. Ёперный театр. Разваливаешься. Вся разваливаешься. Как вас поставить-то? Где тогда Медведев? А он катается на столе. Что-то какие-то маленькие заготовки. Ну пусть будут маленькие. Варварочка, да заткнитесь, пожалуйста! Я с ума от нее скажу, она так громко все время кричит. Ты себя. Что-то маленькие будут чебуреки. Ну и ладно. Такой кособокий будет. Варя. Раньше фарша накладывал, Варвара. У нас в комнате просто, девочки, света нет, вот они здесь сидят. На люстру мне жалко денег. Да 1006 надо точно. Ну, а что ты? Ну не ори, ну зачем ты орешь постоянно? Иди мультики посмотри, потом поиграем. Мама сейчас Вот чебуреки так вот. будет жарить. Да, я сейчас стряпаю, Катя будет жарить их. Вот смотри, везде полазила. Ага, все, вошла. Ну, все, давай. Ты будешь отсюда брать, да, сразу? Да? Ой, я не могу даже рукой, девочки, шевелить, как мне больно. Так криво вас как-то поставила. У нас замораживать ничего не получается, как там чебуреки впрок, не. Даня уже сидит, это что будет? Что, тебе нравится коврик? Нормально. Зато без муки. Мука гореть не будет. Только что он не двигается, поэтому. Фаршу ложечку всего кладу. Потому что сильно они потом получается одно мясо.
Я сейчас буду жарить уже. А. Ну, собирай. Ой, пускай уже понедельник. Что, уже устала? Один день дома сидит, она уже устала от Варвары. Ну что, поиграй. Все, котлетки пожарились. Лепешки, видите, какие маленькие, съежилась. И вот как только колер такой появляется, зажаривается майонез. Все достаточно. А котлетки его какие маленькие. Сильнее зажаривать не надо, девочки. Так что вам в копилочку к празднику очень вкусно. Можете сделать с куриного фарша, только не с филе, а с красного мяса курицы. Все, девочки, последний чебурек, наверное, самый маленький был. Вот пищит она, пока пищит, у меня голова разболелась. Мало того, что у меня ключица болит, я думала, плечо нет, ключицы что-то. Я вроде не падала нигде, к вечеру заболела. Советую вам приобрести ручку, скалку с крутящимися ручками. И такой скалкой очень удобно листы для лазаньи катать. Да и для пельменей тоже. И, конечно же, коврик. Ни муки, ни масла не надо. Красота. Этот самый малюсенький будет. Даня уже 2 съел чебурека, Катя сидит ест. И не наелся он. Вот совсем маленький будет. Какой-то весь кривой. Ой, башка моя, башка. Не знаю, девчонки, пишите, как вам. Стоит мне продолжать снимать рецепты? Или пошла я нафиг. Так что пишите в комментариях. На чебурек, вот на такой чебурек ложку кладу, и что-то так много. У меня здесь капуста, лук. Ну, капуста не чувствуется, девочки. Можно просто чебуреки с капустой сделать. Тоже будет вкусно. Все, последний, тут еще фарш остался. Вот сегодня сколько фарша было, весь израсходовали. Завтра на послезавтра еще, если хватит, то хорошо. Все съедят. Поэтому все, которое мясо у нас осталось, я потихоньку его перекручу. Будут котлетки. Пельмени Катя сказала, не надо делать. Вот так вот. Все залепляю. Последний. Так что советую приобрести скалку силиконовую с крутящимся валиком. И силиконовый коврик. Очень хороший помощник. Все, вот такой последний маленький стал. Вот сколько осталось. И там еще нажарены 2 в сковородке. Нет, юписка, девчонки, голова болит уже квадратная. Все пищит и пищит. Она еще ни минуты не сидела, девочки. Вот сколько я котлеты делали, фарш месила я, тесто лепила, чебуреки, а она все это время скачет. Это с ума сойти. Как она еще, как у нее ноги не отнимаются, я ничего не знаю. Катя, вот такие трусики хорошие, не надо дома носить их. Ладно, девочки, ждем заключения жарки чебуреков. Все, девочки, мы с Катей все приготовили. Конечно, самое дольше это делали мы чебуреки. Так. Вот это рисовая каша. Ну, вот у меня рис для ризотто был. И долго-долго варила его. Даже забыла про него. Мне нужно было, чтобы рис вообще разварился. Ну, маленькая, чуть-чуть все равно осталась такая твердость. Но почти разварился весь. Это основа для рисового супа. То есть у меня бульон отдельно, рис я готовлю отдельно. Так очень вкусно. Потому что вы контролируете, сколько вам риса надо. То есть я делаю так риса, чтобы не жидкий был суп, а такой густенький. А если его оставить в кастрюле, он расквасится и будет слишком густой. Поэтому я делаю вот так. Мне так просто один раз так сделала. Осталась рисовая каша, я ее решила заморозить. Я думаю, что пропадать будет. Я потом достала ее, кусочек отломила, в тарелку бросила, бульоном залила. Так вкусно, мне так понравилось, я теперь только его люблю.
Честное слово, так попробуйте приготовить. И котлетки с сыром и картофелем на праздничный стол. Ну и на будни, конечно. Так, ну и, конечно же, вот смотрите, сегодня окончательно хороший рецепт у меня получился. Тесто. Катя, конечно, жарила, очень красивые. Это самый маленький, последний. Такие вот чебуреки вкусные. Начинки, девчонки, вроде бы кладу мало, а получается все равно полный чебурек мяса. Дане понравилось, он оценил, сказал вкусно. Так что на завтра у нас еда есть. Вот сколько фарша у меня было, и 3 пакета. 3 пакета было фарша, и весь вот потратили. Осталось там маленько на 2 котлетки. Так что, девочки, всем приятного аппетита, кто ест. Ну, а мы на этом будем заканчивать свой влог. Встретимся в следующем. Всем пока-пока.